Так, алло. Чуть погромче. Давай. Так. Так, и чат еще вернуть. Во, все. Полная игра? Да. Так, ну в общем, план. Я думаю, может быть, все-таки начать выполнять сюжетку. Как бы, а чё бы нет? Вообще нужно все вот эти квесты, все вот это закрывать. Загадка. Задание легенд. А, это этот, ивент. Вот она у нас сюжет. Задание поручений. Задание мира. Что это такое? Что это за квест такой? Ну ладно, разберемся. Ага. Смысл-то в них? Их же уже нельзя. Или можно? Вроде же как ивент закончился, и больше уже нельзя с ними ничего делать. Он на миникарте, а вот только сейчас отметилось на миникарте. А, их серьезно все еще можно обменять? Только у меня нет теперь синий. Ну ладно. Ну и что, они не отобразились, то что я их подобрал? А, нет, это обычный хиличурул. Показалось, что это этот большой вот этот странный хиличурул сидит. Это обычный.
here. Emerge. Right here. Emerge. Так, а что у меня тут с персонажами-то? А вот, я для нее, да, выбивал там что-то. Нужно еще... Сколько? Еще 5 штук надо выбить. Ну, или потом это выбиться. То есть зачем они нужны сейчас? Как бы дельфинчик я уже докачал. Созвездий у нее нету. У Гора, по-моему, тоже нет созвездий, да? А, ну там одно. У меня у Сахарозы нет созвездия. Вот этот поворот. А Фарузан уже С3, это здорово. Привет, кто? С3 Тигнари. У меня Тигнари получил больше всех созвездий, чем... А, ну вот. У меня еще есть С3 Джин. Ну, именно из стандартных персонажей. А если бы не было у меня С3 Тигнари, у меня была бы С6 Джин. Или С6 Мона. Я не знаю, зачем мне нужна С6 Мона, а вот С6 Джин, почему бы нет? У нее же там почему-то понижает НМ сопротивление противников на 40, как бы, а что нет? А тут просто уменьшает получаемый урон. А сколько у нас ульта длится? Не, откат. А где время длительности? А, вот. А, нет, это в секунду лечения. А почему нету именно время длительности? Как-то странно. Наверное, нужно начинать уже ходить в какой-нибудь данж и именно прям фармить артефакты. Да, ну почему даже шанса не дал отбежать. Просто не дал даже шанса отбежать. Обидно. Да нет, я же вот только запустил стрим. Я еще ничего не успел сделать. Я еще сам не понимаю, что вокруг происходит. У меня вообще была тактика, типа я приду домой, запущу стрим, попрохожу сюжетку, потом стрим закончится, я пойду поем, и вот часов 8 опять, как обычно, запущу еще один стрим и пойдем допроходить сюжетку. Но почему-то я пришел домой, мне друган такой, типа, пойдем в ферму поиграем. Ну, это симулятор фермера. На тракторе поездим, там это, пшеницу собираем.
Вот и я, короче, 2 часа ездил на тракторе, пшеницу собирал. А мог бы 2 часа сюжетку проходить. Ага, 90 примагемов. Тут, конечно, прям вообще очень много. Мне вот эта ежедневка прям не нравится. I see everything. Hey, Она очень долгая. Да, я вот тоже думаю, либо сюжетку проходить, либо опять так же, как вчера, по аккаунтам просто побегать. Ну, там, повыполнять ежедневки и посливать смолу. Ну, серьезно, вот смотришь на ютубе там, насколько просто люди закрывают бездну, потом они показывают статы своих персонажей, и ты понимаешь, что тебе еще там 3 года надо будет фармить данжи, чтобы у тебя были такие же статы в артефактах. С одной стороны, это, ну, меня это не напрягает, а с другой стороны, тоже хотелось бы именно одеть хотя бы там 3-4 персонажа прям действительно хорошо. Не так, как у меня, а прям, ну, действительно хорошо. Кому нужны эти ежедневки, ну, блин, ежедневки дают лишние 60 примагемов. То есть 10 раз выполнил, вот тебе уже 600 примагемов. Потихоньку накапливаются, а смола позволяет становиться сильнее. I see everything. Midnight Venta. Right here. Emerge. Right now. Let's dance. Huh. Oh, hi. Huh. Everyone hold hands. Go, Barbara, go. Huh. А и ничего за них не дали. Ну, я как бы тоже иногда ежедневки не делаю, когда в игру не захожу. I see everything. А так все равно стараюсь, если в игру зашел, то поделать. Hey. Так, это была последняя ежедневка. Вот еще тут, кстати, по-моему, можно, ты проходишь квест или что-то делаешь, и тебе это засчитывает как выполнение ежедневного задания. Да, вот, очки или за обучение. Ну, короче, как-то тут можно, ты ежедневки не делаешь, заходишь просто вот, по-моему, за какие-то задания дают. Точно не разобрался. Ad Astra Thank you for Ad Astra. Не, ну там же не просто мобов бить. То есть, если просто так по миру бегать, мобов бить, тебе ничего не дают. А вот если сундуки открывать, да, по-моему, задания, если открывать, тоже дают. Ну, задание выполнять. I wonder when I'll be as tall as my big sister. М.
Ну, такие себе статы, да, типа 60 плюс 80, а сколько будет? 140? Ну, прям очень посредственные. А, ему нужен Апепа, и вот эта вот штука. Апепа же, да, это? Да, это Апепа. А что у меня? А, вот, нет у меня смолы. Завтра воскресенье, завтра можем будет побегать, пофармить книжки. Ну и так в среднем получается, то есть ты тратишь где-то минут по 15, чтобы выполнить ежедневки и потратить смолу. Ну там 15-20 минут. This realm is if you ever have А задание где-то, по-моему, под землей, да? Именно сюжетное. Что найдем? Ой, я что-то даже не помню этот юрский период. Ну, я так, смотрел его вроде. Ну, особо не помню, что там было. Слеживать задание, давай. Ну, я вот не знаю, стоит ли выключить музыку и включить музыку из игры, потому что музыка в игре, она чаще не играет, чем играет. Мне это не очень нравится. Пусть пока останется. Here's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just... Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines and Fontaine need to stop and recharge. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual... Oh, fine. Не, ну я помню, что там динозавров воскресили, а что там за янтарь? А, типа из янтаря достали эту муху, которая типа пила кровь динозавра, да, и из этой крови сделали клонов динозавров. Так же, да, было? Типа вот этот янтарь. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Yippee! Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning. Ну, это же была просто, как это, гениальная идея воскресить динозавров. Угу. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a Это social как documentary. вот эти вот очень веселые истории, когда, ну, там где-нибудь на полюсе исследователи бурят лед там на километры вниз, и вот достают какую-то льдину, а там какие-то бактерии, вирусы, что-то еще такое, которое там пролежало уже миллионы лет, и они тоже хотят, типа, это все разморозить и исследовать. Зачем? Пусть это все будет там. Но нет, вот им надо. No! Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Не сознавайтесь. Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not... A blonde traveler and a chatty little fairy. Phew, looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilette wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nivelette? She wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we... I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked... If you say so, but...
Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've fresh... А тут у них что, проходят эти... как они, соревнования-то по армрестлингу? Прям для этого столик сделанный? Или зачем он тут? Тут же еще где-то черепаха стояла. Меня посадят? Помощник кардинала. А Д'Артаньян тут тоже есть? Помощник кардинала. Это, блин, раньше когда-то мультик был. Я еще в школу ходил там. По-моему, это был мультик, его все показывали, тоже какой-то сериал. А вот там вечно герои бегали от кардинала. Кардинал был в красное во все одет. Какой-то по мотивам Д'Артаньяна это все было сделано. Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. А почему у него уши острые? Он эльф? Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. If I'm understanding you correctly, the Snezhnayan Harbinger known as the Knave has essentially requested a diplomatic meeting with you, correct? Предвестница Снежной по имени Слуга. Я не знаю, кто это. I heard that she was originally from Fontaine. But for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan Harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. Да мне кажется, всем предвестникам вообще как бы плевать на то, что вы делаете с Чайлдом. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in Europe. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out.
Это у него стойка лечения. С длинными волосами и этим светлым. Это плащ, не плащ? Что это? Как правильно назвать? I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join a meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? А почему именно слуга? Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. To make this tea party even more lively, I've invited someone. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. У нее пира глаз бога на спине, да? Прическа прикольная. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well.
I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the Fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The Fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Lenny did say that father will be returning soon. Что, отец скоро вернется? А почему отец? We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. Привет, Шелони. Нет, я не профессионал, поэтому я персонажей не смотрю. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the Fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Если воспользоваться словом «пожалуйста», Yes. ну так а толку-то от этого? Какой будет смысл? Вот посмотрю я аккаунт, да, или не посмотрю? Я же все равно ничего там не пойму, я ничего не посоветую. Я не профессионал в этой игре. Типа просто так глянуть, ну, как вот этот был мем, да? Вы рыбу продаете, нет, только показываем, да? Ну, красивые. Вот и я могу точно так же сказать. Ну, прикольно, да, прокачал, там что-то выбил себе, здорово. Это все. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that." So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? А музыку не надо сделать потише? I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted... The Fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there,
Neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save... So, are you two willing to accept my proposal? Ну да, посадить, чтобы узнать, что там есть, а потом... Кто нас выпустит потом? Ну, типа вот, исходя из его плана, да, представить нас преступниками и посадить это легко. А как потом сказать, что да не-не-не, ребят, я пошутил, выпустите их. Кто-то это сделает? Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there some... Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. Паймон расстроилась, что теперь она не сможет есть вкусняшки настолько, сколько в нее влазит. А еще можно отказаться. Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat it. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my... Нивелет не ест сладкое? Почему он нам отдал пирог? Кейк это пирог или торт? По-английски. По-моему, кейк это все-таки пирог. Paimon will have that, and that. Oh, and one of those too. No Fonta, thank you. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon Да мне как бы на вот эти все спойлеры абсолютно пофигу, что ли. Я иногда даже некоторые там фильмы, сериалы, там некоторые игры я начинал играть именно потому, что узнал концовку сюжета, такой, прикольно, а дай-ка я пройду это с самого начала. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fort. Let's just try our best to investigate everything quickly once we... Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? Опять Паймон проговорилась. Hey! You can't hear a taste! And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. And as long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Meropide. You didn't commit a crime, did you? No way! We would never! We're just going there to... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret! Huh? You're being arrested for that? Oh, but now that I
think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable, almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon really messed up. In that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right, there's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Mirapede, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, It's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face-to-face with the Warden. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredible! On top of that, the Fortress of Mirapede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. you make it sound easy, but it really depends. Сколько будет идти стрим, не знаю. Ну, еще часа полтора. Может, чуть побольше. Of course, I wouldn't ask you to do it for free, so this meal is on me. All right, you got a deal. We'll do anything you want. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Бедняжка Шарлотта не знает, на что подписалась. Paimon's so full. До 12 ночи по моему времени. We have nothing to regret now, so let's get going. Ну, не знаю, я еще хотел сегодня там какие-нибудь анимешки посмотреть. Something really ominous, didn't she? Там по-любому что-нибудь вышло новенького. Так, а я сюда не могу телепортнуться, и сюда не могу. А вот телепорт. Аниме ничто по сравнению с сюжетом Геншина? Ну, да. Бедняга. Застрял в воздухе. Мне кажется, я ж сюда приходил, и типа я сюда пришел, а эта штука не засветилась, или она под мостом? А, она под мостом, а как мне потом оттуда вылезти? Ну, то, что, по-моему, вот здесь я плавал, я сюда... Да, я там был вроде. А эту штуку не собрал. Это был дрон, а не голубь. Блин, вот тут уступ, через который она не перелезет. Давай, Барбара. Молодец. Не, ну если стрим делать до 12, то это будет еще сколько? Еще 3 часа? All right, Neverland, we're ready. Ну, у меня, ты имеешь в виду в Геншине? Ну, как такового прям любимого персонажа нету. Тут все персонажи по-своему именно прикольные. Careful.
You may want to step back a bit. Ooh, so you have to go down from here? Is the prison underwater? А почему здесь-то, если крепость находится там, Utilizing выше? both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry, it is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Да и не в Геншине тоже. Ну, блин, я не знаю, как назвать вот именно что-то In hopes you're right. прям любимое. Don't know about you, but У меня даже нету какой-то там именно условно любимой музыки, любимой группы. Мне все по-своему нравится, но много чего мне по-своему нравится, по-своему не нравится, поэтому прям любимым, ну, я не знаю, что можно назвать. Я даже из еды не могу назвать что-то прям именно какое-то любимое блюдо или что-то еще. Ну, много чего мне нравится. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Ridesley. He's a very shrewd fellow. Привет, Виктория. Ну да, потихонечку сюжет все равно надо проходить. Но я даже задумался, типа, на тему любимого персонажа. Ну, не знаю. yeah, we heard about him too. Прям не знаю. Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any— The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware. All right. It's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline! I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of... И что это? Сделает локации следующих заданий занятыми, что будет мешать их выполнению. Ну и что? Но ведь сама крепость находится не здесь, она же находится где? Вот тут, да? Тут же где-то под землей, ну. А как мы оттуда? Мы туда по трубам сливаемся, что ли? С точки зрения сюжета мы туда как попадаем? Ну ладно. А тут нету никакого сундука случайно? Я вот в Baldur's Gate играл, я тоже там дошел до приблизительно такого же места, там по сюжету тоже есть какой-то корабль подводный, ты спускаешься куда-то там, тоже подводная тюрьма. Но я так и не прошел там дальше сюжета, оставил игру. Времени не хватает. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. Не та крепость? Ну да, тут мы пока находимся здесь же. А, вот есть подлодка. It's you, Madeline. Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might... Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the chief. Well, have you tried service with a smile? Попробуй почаще Who knows? улыбаться It на might help работе. your professional reputation. Ну, кстати, да.
Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. У нее губы не накрашены, а у той губы накрашены. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me see. You are the traveler and... That would be us! Let me confirm your charges and sentence. Let's see. Eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Huh? Wait, you mean the cake that Nervalite... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious От trouble. вас можно ждать больших неприятностей. Ну да, Пайман может съесть все, что у вас тут And есть. considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Ну, по-моему, только в Манштате, да, за нами не гонялись служители закона. Когда мы пришли в Лиюи, нас объявили преступниками. Пришли в Надзуму, нас объявили преступниками. Пришли в Сумеру, нас объявили преступниками. Пришли в Фонтейн и снова тюрьма. Ну, прям это... Тревелер, конечно, может. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. А чё табличку не дали? And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? Where are we gonna... You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Paimon is... Save it. Not like I'll remember your names. Мы на корабле под водой поплывем. Я думал, это будет прям подводная лодка, а тут у них просто труба. И почему тут не мелюзина? So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Какой суровый. Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupon? Какой-то дерзкий пацан. Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things.
But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even... So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and and this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. Не, ну скипать все диалоги это слишком, ну зачем? Как бы... Ладно, там когда во второй, в третий раз проходишь, но первый-то раз можно же это все как бы почитать, чтобы быть хотя бы в курсе. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora! Wait, no. Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. О, телепорт. А я тут был на этом телепорте. I'm fine. Ну и где подъемник? То 70 метров под землю. Everyone is working super hard. We should be too. So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Камера сама поворачивается потихонечку, то есть я ее не трогаю. Видать, лифт прокручивается. Ну, получается 180 метров вниз. Но это много. Если по расстоянию, это сколько будет? Это, наверное, как от него вот так по карте. Ну, это много как бы. So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Ну да, ты же сначала съела пирог, а потом тебя сюда отправили, да? Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. Что-то я прям тоже захотел зайти в магазин, купить себе торт, принести его домой и съесть. Время уже ночь.
Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger Вы не someone рассидели important, какую-нибудь важную шишку? Да не, мы просто съели пирог Архонта, и все. Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. Ну вот, когда еще я в школе учился, Good luck. мне на день рождения торт стряпали. Ну такой чисто слоенка со сгущенкой, то есть слой теста, сгущенка, слой теста, сгущенка. Как он там правильно назывался-то, я не помню. Но именно из той старой советской сгущенки. Ее там сами варили целый день. Блин, насколько он был вкусным. И тут, наверное, вот именно вкус детства такой. Он был в высоту, наверное, сантиметров 15, прям, ну, и во весь этот лист, который в духовке был. Ну, вкусно, да. Его и при этом, ну, ты как бы маленький, да, вроде ребенок, ты хочешь себе отрезать торт побольше, но ты его отрезаешь, маленький кусочек, и ты его съесть не можешь. То есть он настолько прям сытный получался. Его вот этот лист там неделю, полторы недели ели. Зато каждый день торт. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many А вот уже guys как-то в around столовой here? я его тоже там видел, покупал. Ну, уже как-то не такой вкус у него, конечно. They're already onto us? Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be Не-не, там не anxious. было These вафли, guard то есть knights aren't просто here to именно attack. тесто In fact, they're выливается here на as листик. your honor guard. Ну, этот листик из духовки, на него выливается тесто тоненьким слоем, он запекается, ложится, на него сверху намазывается сгущенка, и сверху ложится еще один листик, и так, я не знаю, сколько там листиков было, штук 30, 50, и то, что он именно вот так в стопочку выкладывались друг на друга. Заключенный номер 7459, 75, 60. А почему 74? Должно быть 75, 59 и 75, 60. Почему 74? Стрим с готовкой моего любимого торта. Ну, я готовить умею только картошку варить, роллтон запаривать, а еще пельмени варить, да, и все. When I heard that Приготовить you were торт friends это of слишком для Monsieur меня. Neuvillette, I had the guard mechs come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. The Duke! Greetings, Your Grace! Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. 100 человек успели посадить. Ну да. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were... Ah, I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. I admit that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you, Your Grace. I had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with His Grace. Losing out on such a big opportunity because I couldn't see... Plenty of time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the introductions.
We've already taken enough time here. Deacon. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking of. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's get... И что такое? Кабинет герцога. Бесплатное питание? О, это здорово, крепость. Да, я здесь был. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost you credit coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. That would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living condition. Your Grace's reasoning is correct, but whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't... Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? Let's continue this way. Ну, он же сказал, типа, сытный и вкусный обед. Вот на вот этом лифте я спускался, нет? А, это там наверху стоит. Телепорт. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with their daily work, so instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. Pancration matches? And you can earn extra coupons? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. So, did you set this place up too? No, actually.
I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion. Of course, the fees are also quite useful. Oh. You mind if we... Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you... Oh, no. I was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Ну, как бы вообще, зачем ему, в принципе, сюда спускаться и с нами тут вот так вот ходить? Go, Barbara, go! А может и изменится, ну, как я могу сказать, кто мой любимый персонаж, если я этого сам не знаю? Вот даже вот здесь, да, но открываешь вот галерею персонажей. Как можно назвать кого-то именно прям любимым персонажем? Ну, какие критерии оценки? Ну, я не знаю. Ну, я с Невилетом разговаривал хорошо, но как бы он же тоже может с ним поговорить. Я думаю, ему-то не запрещено отсюда выходить, он сам не хочет выходить. Поэтому, если бы хотел, вышел бы да поговорил. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies. Jeez, that guy's so nervous. Sorry, forgive me. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in... Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us... The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly, and as for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant... There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Let's move on. The tour continues over this way. Это линия? Что он тут делает? You really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that... The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. А почему он-то здесь? Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about... Ну, как бы их же оправдали и линии, или нет. Что он тут делает-то? Зачем?
Просто так лук в ящике нашел. О, еще одна мелюзина сидит. А это вот она, да, будет именно игровым персонажем, ну? Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegeween here is the Fortress of Merapede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join. Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance. Oh, so the tour part is a... I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the... I seldom conduct tours, so why don't you just... Well, this is our first time here. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think... You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Мелюзины могут эволюционировать в людей. Меня больше интересует, почему у мелюзин разные хвосты. Розалина? А ты кто? Луч. Луц. Во. Сундук нашел. This is the kind of surprise I could sing about. Это вышка какая-то. Запасы дворца. Не, в целом так-то неплохо сделано, но что вот это за надписи? Ну, вот этот проход ведет на вход. Но я тут пока еще вообще не ориентируюсь. Ну да, сюда я попадал именно под водой, я как-то проплывал. То есть это был именно отдельный вход. Да? Мне вот просто, чтобы именно сориентироваться, где я вообще нахожусь, и не хватило стамины. Но он же Розалино, а не Розалина. Страж крепости.
Зачем я вообще сюда вылез? Все, мне больше нельзя отсюда выходить. Хорошо, я понял. Ну там же не дверь. А мне двери было не заперто. Я решил туда пройти, она меня остановила. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to... Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsies. Oh, you mean the meals are random? Yes. What you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to... Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would... Excuse me, did I hear you mention Nervilette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been... He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigeween. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meripede independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Nervillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Nervillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. You're very welcome. Well, your new life awaits. Теперь нужно подняться наверх. Не, ну тут долго карабкаться. Ладно, пойдем уже добежим. А, тут уже был телепорт. Доктор. The traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Какой-то этот дерзкий усатый, ему бы усы оторвать. Bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. By the way, traveler,
We saw a lot of things worth investigating, even though the Duke didn't say it too directly. Judging from what he said at the end, it seems that he was only... We are criminals, and Paimon did eat that cake. But we're actually here to help Nervalette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking? Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning, and maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Yeah, you're right. It's not like we can go back to Nervalette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Nerv, so we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a... You mean... Yeah, that's what Paimon was thinking too! Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Oh, right! Linny and Lynette are from the House at the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier! It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on. Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Никогда такого не сделает. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Дядя с большими усами. Нет, в кабинет не надо. А, вот этот ведет вниз. Он же только что наверх вел. Или это другой? Вот это вел наверх, вот это ведет вниз. Еще на 130 метров. Ну ладно, не 130, но все равно. Ну да, глубоко. Роботизированная сварка, здорово. Тут же по-любому где-нибудь сундуки стоят. Это стул? Гренвиль. Ah, you must be the catch of the day.
Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking! Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Какой-то он прям совсем дерзкий. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you die. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Это станок, а я думал, это стул. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little mate. Here, take this. Bring me the process widgets, and I'll give you some credit coupon. Так, по нему нужно стукать буквально. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Huh? Once the widget is hot enough, Ничего не понял. jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. То есть, если я ничего не делаю, его клинит. Great! Now we can report back to the foreman and give... Ничего не понял. Huh. This one is tolerable. Though, since the processing is done by machine, Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even... Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon, he probably just finished up his work too. Каждый механизм, говорит, стоит дороже, чем вы все вместе взятые. И тут тоже вот эти вот знаки. Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. He doesn't seem... Удача твоя, говорит, не здесь. Хорошо. Здесь? Мне надо вон туда дойти. Давай сходим, посмотрим. Look at it sparkle. И все? Я думал, дадут больше. Так, а там он там стрелки горят еще вниз, то есть еще ниже можно спуститься на лифте. И тут есть телепорт. А вот этот наверх поднимает.
Продолжайте искать линии. Типа мне наверх нужно подняться, да? Да, наверное, мне нужно наверх подняться. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Hey, over here. Oh, you scared Paimon! Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? I don't remember seeing him, and now hurry up and tell us. How did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like... Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly... My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you... So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's Gnosis. Объяснить, что Фокалорс не владеет сердцем бога Фонтейна. А, типа, имеется в виду Гидроархонт не владеет сердцем бога? How did she manage to learn information that important? Father has her ways.
Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's Gnosis might be in the fortress of Meripede and is related to that secret. So it's all about the Gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Bingo! The name has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Ну, как бы, да, типа, предвестникам-то как бы, ну, наплевать друг на друга. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even— Is it just Paimon? Or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as— I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would, as you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where Child is— Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my car. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that work today. А ты уже прошла эту сюжетку, да? Мне все-таки интересно, а что там внизу? Вот этот, дай телепорт. Еще ниже спуститься. 137 метров. Не знаю, еще не дошел до столовой. Не, ну бойцовский клуб же был наверху. Go, Barbara, go! Ну и что? А, мне в другую сторону?
Брошенный производственный участок. Мне почему-то кажется, что я здесь был. Это камера за стеной, получается, да? Но я тут ничего не вижу. Кроме стола и 2 бутылок. I wonder when I'll be... То есть, если посмотреть на карту, тут тупик, здесь тупик и тут тоже тупик. А вон там кто-то стоит. А тут еще 2 двери. Но я, кстати, не могу с ними взаимодействовать, вообще ничего делать. Наверное, мы сюда потом придем по сюжету. А вот. Подводный клапан для управления соединениями во всех направлениях. Хорошо. Если честно, ничего не понял. О, сюда открылось. Почему она в обратную сторону-то покрутилась? Ну, они как-то прям совсем в разные части ставятся. Ну, давай я ее сейчас туда поверну. Ну вот.
И типа их нужно все 3, да, поставить? Ну тут как бы 2 только нарисовано. Ну ладно, давайте все 3 попробуем. Но если честно, ничего не понял. Она в другую сторону вращается. Не, ее, наверное, давайте сначала попробуем повернуть полностью. Так вот, я ее остановил. Снять привод. Да нет. А, так не работает. Хорошо. Не, ну это отсюда я пришел. Я не понял, если честно. Вы сможете использовать для поворота, открытия, закрытия проходов. Управляйте приводом, клапаном через центральный привод несъемный, так и через привод съемный. Управляет центральным помещением, а привод шестерни всеми проходами. При работе следует учитывать, что если направление указано противоположно направлению провода шестерни, то путь, указанный центральным приводом, будет открыт. А, мне нужно наоборот, чтобы они навстречу смотрели. Вот оно как. Наоборот, навстречу.
Ну, если что, можем быть какие-нибудь гайды на ютубе поглядеть. Так. А, ну вот и все. А, вот это тоже можно открыть. А как ее снять теперь? Эй. Так, ну вот она, эта комната, в которой была ящик с бутылкой, и все, и больше ничего читать. Сок пузырина, эссенция сумерской лозы. Ради чего я сюда пришел? Ради того, чтобы прочитать записку? Все? Теперь еще нужно повернуть так, чтобы меня отсюда выпустило. Но они, кстати, не могут быть открыты именно одновременно. Так, теперь тебя нужно снять, тебя поставить. Тебя тоже поставить. А эта штука у нас что такое было? А, ну вот она. А зачем тут нужны были тогда камеры, вот эти вот, все вот это? Ну, времени я на это, конечно, потратил очень много. Я бы мог двигаться по сюжету, а я что-то вот начал вот это вот все проходить зачем-то. Работай. Они не работают. Но я вот эти сюда поставил, они не работают. Здесь.
Она тоже не запускается. И это тоже не запускается. Зачем тогда она была нужна? Или ее нужно было наоборот вынести отсюда? А во. Go, Barbara, go! Тут есть только сундук. Things are going so smoothly today. Наверное, сюда зашел чисто для того, чтобы вот эту вот штучку взять. А охранник такой стоит. Ой, да ладно, он тут что-то крутит, все вот это двигается, да, и фиг с ним. Это не запрещено. Я же нажал подобрать. Но она не работает. Зачем тогда она нужна была подбирать и для чего ее там поставили? Так, остается вот эта дверь и вон та дверь. Go, Barbara, go! Ему не платят за то, чтобы он останавливал людей, поэтому он их не останавливает, да. Как ее запустить? Зачем тут вообще в принципе нужна камера? То есть если я ее сюда ставлю, она не работает. А, все, я далеко не могу ее вынести. И тап как бы пропала. Я тогда не понимаю, что мне нужно сделать. Ну, то есть, по идее, же ее нужно было просто-напросто поставить рядом с ней. Она ее должна была запитать, и все должно было работать. Больше в этой комнате ничего нет. Я вынести ее отсюда никуда тоже не могу. Либо я потом сюда приду по сюжету. Эй, сова, открывай. А если я ее поставлю здесь? А, так я же не увижу. То есть она смотрит прямо туда. А, мне ее нужно повернуть сюда, тогда она откроется.
Нет, она не поворачивается. Я думал, она тоже будет поворачиваться, но она не поворачивается. Ну, все сломалось, что ли? А, мне нужно привод поставить, чтобы ее вращать. Да, она поворачивается. Это... Я же не могу туда попасть, чтобы ее снять вовремя. Она как-то вообще рандомно вращается. На какой градус-то тогда? Что-то я не понял. Она вращается быстрее, чем вот эта стрелка. То есть вот я ее на раз поворачиваю. Вот. То есть у нее есть только 4 положения. Ну и тут как бы по карте-то нету ничего такого большого. Ладно, хорошо, я вот это убираю. А, так а мне какой смысл ее убирать? Это будет прям максимально... сложно и непонятно. То есть это было третье положение. А если я сюда ставлю шестеренку, она тоже будет поворачиваться? Нет.
Если бы не нужно было бы смотреть именно на вот эти анимации, и было бы это все как бы мышкой потыкать, это было бы проще, чем вот так вот бегать и... I wonder when I'll be as tall as my big sister. Так, ну она открывается, да, вот именно без шестеренки. Но эта штука смотрит сюда. Чтобы открыть ту... Я же не могу зайти сюда и снять ее. То есть у этой должно быть положение меньше, чем у центральной. Go, Barbara, go! Да и сними ты ее. То есть вот я ее ставлю. И один раз поворачиваю. Это столько времени вот сейчас вот просто потрачено впустую. Уже минут 20, наверное, да, я на это потратил. 30. Вот она повернулась. То есть есть 8 положений у нее. Да? Everyone is working super hard. We should be too. Так же, как и у этой штуки, тоже 8 положений, да? Если я ее убираю, она не вращается. Ну, имеется в виду, там не вращается шестеренка. Если я ее тут ставлю, она вращается. Но она вращается вот туда же, куда и это. То есть я сейчас поверну, она будет смотреть налево, та шестеренка тоже будет смотреть налево. А вот она тоже смотрит налево. Ну, как бы в сторону. И она тоже смотрит в сторону. То есть ее нужно, чтобы открыть вот эту дверь. Вот эту нужно повернуть направо. Но тогда вот эта дверь не откроется. И я не могу сюда зайти и снять ее. То есть я не могу сюда зайти в любое время и поставить ее тогда, когда мне нужно. То есть она ставится только вот так. Для того, чтобы это открыть, нужно разблокировать вот эту штуку. А она заблокированная. Дверь открывается, но я ее не могу сюда пройти, потому что я вот эту дверь тогда открыть не могу.
Если бы у них было какое-то разное количество положений, ладно, хорошо, но у них одинаково, они вращаются одинаково. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. Вот она, дверь открыта. Так я не могу снять ту шестеренку, чтобы это не вращалось. А нет, я могу это сделать. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Да, я могу это сделать, я понял, но тут нужно будет именно подобрать. И при этом же еще нужно будет не ошибиться, чтобы ее поставить. То есть мне нужно сделать так, чтобы... Мне нужно вот это провернуть сейчас вот сюда. А, нет, наоборот, в эту сторону. Вот сюда, чтобы она смотрела. Потом я ставлю шестеренку, и они сходятся, да. Вот сюда надо. А нет, стоп, остановить не так. Ее нужно было отвернуть. Да. Все правильно. А теперь, наверное, будет неправильно. А нет, они же там и параллельно стоят, да. Я ее сейчас проворачиваю вот так, снимаю, выставляю в правильное положение эту штуку. Ставлю шестеренку. Она будет стоять в полоборота. Эта штука тоже будет стоять в полоборота. All the standing around is making me so sleepy. Нет. Они же всегда параллельны. Я не могу их вращать отдельно друг от друга. Нет, я не профессионал, я не оцениваю аккаунты. Я не могу вращать вот эту и где она? Вот эту шестеренку. Ну, раздельно друг от друга, они вращаются всегда вместе. То есть мне нужно вот это сейчас повернуть направо, и чтобы та шестеренка осталась на месте. Но она так не вращается. Или все-таки с какой-то еще вращается? Нет, вот она смотрит только направо. А мне ее надо повернуть так, чтобы она смотрела налево, и только тогда я смогу ее открыть. Ну да, она не поворачивается.
Ну, либо я что-то еще упустил. У нас же вон там, да? Есть тоже шестеренка одна. Сейчас-то надо будет провернуть, туда зайти и там попробовать повернуть. Если та шестеренка поворачивает вон ту шестеренку, то тогда все будет работать. Если нет, то нет. А этот у нас что такое? Мне кажется, я сюда еще не заходил, да? Да, я сюда не заходил. А, так она закроет выход. Ну, то есть, если я ее ставлю сюда, она закрывает выход. Я не могу потом отсюда выбраться. Но я-то думал, то есть я туда прихожу, там ставлю шестеренку, я все это поворачиваю, да, вот эту сюда поворачиваю, потом оттуда выхожу, забираю с собой шестеренку, а не получится. Если я там поверну наполовину, дверь будет закрыта, я не смогу выйти. Может быть, вот сюда просто скрафтить телепорт, поставить его сюда. Вот так открыть дверь, зайти и посмотреть, что там. И так будет быстрее и проще, чем... ну, я, наверное, все-таки что-то упускаю, да? Зачем там нужны две вот этих штуки? Зачем... Вот тут нужна именно вот эта, ну, батарейка, которую ты поднимаешь и носишь. Давайте сейчас в эту сторону посмотрим, что там. Ну, блин, она в обратную сторону вращается. Мне кажется, либо я что-то пропустил, либо я что-то не понял. Но времени я потратил сюда уже больше полчаса. Да добеги ты сюда, пожалуйста. Вот. Ну да, почти впустую. Я потратил 30 минут, чтобы просто понять, как это работает. Ну я эти двери-то, да, я понял, как открывать. А как открыть внутреннюю дверь? То есть что-то есть все-таки внутри вот этих дверей. Потому что она там одна, только неактивная.
Я не забрал шестеренку. Ну да, вот она, тут есть точно такая же дверь. Не забрал шестеренку. И тут тоже есть камера, которая смотрит внутрь. Вот. Тут есть эта штука, и тут есть вот эта штука. Будет смешно, если мне тут понадобится 2 шестеренки. И для того, чтобы пройти дальше, мне нужно будет это все закрыть, открыть ту комнату, потом забрать там шестеренку. Ну и что? Я ради этого это открыл? А вот тут было где-то читать. Что это? День 137. День 240. То есть это именно какая-то история чего-то. Ну ладно, хорошо. Так, стоп. У меня только что появилась гениальная идея. Я повернул дверь, и шестеренка осталась у меня. Я надеюсь, они работают параллельно. Именно так. То есть у нас есть центральная шестеренка, есть вот эти вот боковые. Если она сейчас там повернулась, так, вот это же, да, было? Нет, это комната. Вот это. Она пропала. Она просто пропала, и все это сбросилось в ноль. Это все сбросилось в ноль.
То есть вот эта комната должна была быть открыта. Вот. Да, вот эта дверь должна была быть открыта сейчас. Она сбросилась. Все вернулось, именно все, что я тут настроил, она все просто взяла и сбросилась. Но остается только еще один. А хотя нет, а как я ее открою-то? Я ж там шестеренку тогда не заберу. Короче, ладно, это что-то прям уже слишком много времени отняло, уже надоело. То есть остается еще как бы вариант, да, открыть комнату, поставить там шестеренку, вернуться сюда, провернуть половину. Ну, возможно, оно так и будет работать, нет? Но мне не нужно половину проворачивать. Ладно, хватит. Ну, то есть, если я там даже проверну половину, я потом не смогу туда зайти и забрать ее. Мне в любом случае придется проворачивать целый оборот. Единственное, что... ну, наверное, без шестеренки она там не вращается, да. Не, ладно, хватит, короче. Это слишком сложно. Я не понял вот именно зачем нужны были вот эти штуки, которые вот находятся, да, в той комнате. То и одна, где ты ее подбираешь, ну вот эту вот именно с энергией. Ну, сюда можно вынести, поставить, но они не работают, не запускаются. Либо я что-то еще упустил. Ну и вообще непонятно, а нужно ли это? И меня выпустят сейчас отсюда, нет? Ну да, вроде выпустили. Не, ну блин, гайды на ютубе я скорее всего смотреть не буду, что там с этой загадкой. Я как-нибудь сам еще с ней помучаюсь. Но в целом-то я принцип понял. Но я не понял, где я не понял. Друг против друга откроется проход, на который указывает стрелка. Хорошо. Не, ну так оно как бы так и получается, что у нас есть центральное колесо, 4 штучки около центрального колеса, и еще 4 штучки разные. То есть вот эти параллельные, и следующие тоже параллельные. И мне для того, чтобы повернуть одну вот эту слева, чтобы она смотрела наверх, то есть у меня получается вот тут шестеренка смотрит влево, и вот эта шестеренка смотрит влево. А мне нужно, чтобы вот эта шестеренка смотрела влево, а вот это наверх. И они отдельно друг от друга не вращаются. Если они будут вращаться отдельно друг от друга, то мне нужно зайти сюда, снять, поставить шестеренку. Либо наоборот уйти куда-то в левую, там, в верхнюю комнату. Не, наверное, в левую, либо в нижнюю комнату, там поставить. Но прикол в том, что если я туда... нет, так мне же не нужна шестеренка, точно.
Да, все точно. То есть мне же не нужна вот здесь шестеренка, чтобы открыть вот эту дверь. То есть я ее просто выставляю, снимаю, уношу вниз, там ставлю, проворачиваю, и она должна открыться. То есть я открываю сначала вот эту дверь, ставлю одну шестеренку здесь, вот эту забираю, открываю вот эту дверь, вот сюда, вниз, ставлю шестеренку здесь. Ну еще же нужно угадать с центральной, да, я ее там просто ставлю, потом центральная не будет вращаться. Блин, ну это, короче, сложно, да. Надо будет что-нибудь там потом подумать. Ну, в общем, ладно. На сегодня и так как бы много что-то уже посидели, на целых полчаса лишних, на час лишних. Завтра у нас воскресенье, блин. Ну, надо будет, наверное, зайти, хотя бы там какую-нибудь смолу потратить. Да, это я точно, наверное, сделаю. Сюжет допройти, ну, не знаю, может быть, дальше опять по сюжету пойду, не знаю, завтра, короче, будет видно. Ну, на сегодня все. Всем спасибо, что пришли, всем удачи, всем пока, приятного аппетита и спокойной ночи. Я пошел.